Погнали, можешь не шуршать? Всем привет! Это Михаил Веган, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы готовим очень вкусную и даже иногда полезную пищу. И в гостях сегодня Соня Любарова, вы так ее долго ждали. Всем привет! Сегодня готовим мы вкуснейший торт, и называется он... Наполеон! Для начала сделаем коржи. Для этого мы возьмем тесто слоеное, это в нашем случае звездное, оно Готовое. продается везде. Да, и его можно в пост, оно постное, веганское, и если это вам важно, оно без ингредиентов. Но вообще постное слоеное тесто продается практически везде. Очень много. И в Дикси, в Пятерочке, в Перекрестке. Вы просто прочитайте состав. Да. Самые вкусные сладкие выпуски всегда с Соней. Вы долго просили, долго звали, и вот она приходит, и вот она готовит. Мне сейчас необходимо просто раскатать это. Смотри, тебе нужно раскатать это в размер противня. Так. Ну, примерно прямоугольно. Какой вот он, вот да. такой, да? Окей, катаем. Можешь даже сделать его немного поуже, ну, как бы по длине такой же, а по ширине чуть уже, потому что мы будем резать на две половинки. Окей. Чтобы у тебя потом получился прямоугольный торт. Мне кажется, пойдет, вот да? так вот вообще нормально, да. Все, ты раскатал тесто, я перенесу его на противень, Зачем складываешь? чтобы оно не порвалось у меня в руках, оно же довольно размороженное. А, то есть здесь ты его просто расправляешь. Да. Выпекаться оно будет пластом, каким раскатать. Естественно, да. Я бы никогда не складывал. Нам нужна вилка, Да, которой есть мы такая. натыкаем в этом тесте дырочек. Сколько надо дырок? Здесь просто 4 зубчика, вот считай, сколько ударов. Сколько хочешь. Так, Просто- ну 8 дырок хватит? Нет. Побольше. Надо равномерно проткнуть его по всей поверхности, чтобы оно не слишком сильно вздулось. Да, перед тем, как раскатывать, тесто нужно разморозить. Я подумала, что, может быть, Естественно. не все догадаются. Размораживать его лучше при комнатной температуре пару часов, либо часов 6 в холодильнике. А, кстати, у нас дрожжевое или бездрожжевое? Это бездрожжевое слоеное тесто. А если будет дрожжевое? То не получится. Не получится? Ну, будет все совсем по-другому. Его нужно иначе размораживать, оно поднимается, когда размораживается. Угу. Так что его, во-первых, нельзя размораживать в пачке, это можно, мы так и делаем. А во-вторых, там, в общем, другая технология. Из слоеного дрожжевого можно делать круассаны. Теперь мы ставим их в духовку на температуру 180 градусов на 10-15 минут, пока они не зазолотятся у нас. Коржи выпекаются, делаем крем вкуснейший, супер вредный. Обязательно напишите в комментариях, что все ингредиенты нужно заменить и что это безумно вредно. Мы же этого не знаем. Ну, все же это торт. Если вы хотите пользы, можете съесть яблоко. Обязательно съешьте яблоко, пока смотрите этот рецепт. По традиции, крем для Наполеона бывает 3 видов. Бывает масляный, сливки и заварной. Мы сейчас делаем заварной, потому что он мне больше всего нравится. Для крема нам нужно 75 грамм муки, 175 грамм сахара, 100 миллилитров воды и пол-литра у нас сейчас кипит, ванилин и 75 грамм маргарина. Вы можете взять еще кокосовое масло, оно тоже подойдет. Вместо... маргарина. Или кокосовые сливки, верхнюю часть, тоже подойдут вместо маргарина. Так. Туда же мы добавим немножечко ванилина. Буквально щепотку, потому что ванилин очень концентрированный. Легонько перемешаем муку с сахаром и выливаем воду. Это тоже все нужно перемешать. Нужно перемешать до того состояния, пока в ней уже не будет комочков, потому что если они останутся, потом они будут в креме. Выливаем эту смесь в кипящую воду. Смысл мешания лопаткой в том, что нужно проводить ей по дну, чтобы на дне ничего не пригорело. Этот крем варят до первого пузыря, то есть как только у вас такой один пузырь вырвется на поверхность, сразу снимаем с огня, потому что иначе подгорит. Этот крем, он еще загустеет, когда будет остывать, и вы на консистенцию не ориентируетесь. Лучше ориентируйтесь вот именно на, как только он вскипит, как только первый пузырь всплывет, сразу выключайте и с огня. Соня говорит о том, что необходимо подождать, пока крем не станет таким обжигающим горячим. То есть некоторое время придется немножко его остудить. Потом добавляем маргарин. Да, 75 грамм. Либо 75 грамм кокосовых сливок, густых верхнего слоя. Мы это либо уже 70. слышали. Хорошо. Да. Ну зачем вот это нам?
повторяться. В общем, суть в том, что то, что мы добавляем, должно быть с большой жирностью. В общем, что бы вы ни клали, нужно, чтобы жирность у него была больше, чем 40%, или хотя бы больше, чем 35%. Например, можно положить шоколад, тогда у вас будет шоколадный заварной крем. То есть шоколад вместо маргарина можно? Да, даже он же использовать? тоже жирный, Да. вообще-то. Да. Итак, нужно смешать маргарин с кремом, чтобы все стало абсолютно однородным. После этого крем должен остыть абсолютно до комнатной температуры. Смотри, у нас в Наполеоне будет 4 слоя. Мгм. Соответственно, каждый корж мы должны разрезать пополам. Вот так? Ну, не прямо так. Давай сначала обсудим, а потом будем делать пополам. И потом нужно нам, чтобы они у нас были одинаковые, соответственно, мы возьмем один, который нам больше всего нравится, и подровняем по нему все остальные. Окей. Для этого лучше взять нож для хлеба с зубчиками, потому что так у вас с меньшей вероятностью все сломается. Сюда складываем обрезки. Это у нас будет потом посыпка, да? Ой, улетела. Да, это будет посыпка. Ура, появился звук. Был косяк, который мы исправим. За это время мы взяли коржи, которые были испечены. Мы на них выкладывали наш заварной крем, сверху выкладывали клюкву. И теперь получилось вот то, что получилось. Весь крем, который стекал, мы брали вот так вот лопаточкой и промазывали бока. И теперь получается все очень хорошо, на мой взгляд. Ты как считаешь? Отлично. Соня проголодалась чуть-чуть. Бывает такое. Теперь мы, как Михаил делает, бери лопатку. Так, делаю. Заворачиваем его вот так Так. вот со всех сторон в бумагу. Это нужно, чтобы... Здесь тоже заворачивать? Со всех сторон. Это нужно, чтобы все, что там есть, весь крем и весь сок от клюквы, весь остался там и впитался в коржи. Ну, можно прям не усердствовать, просто со всех сторон поднять. И теперь вот эту вот штуку эту мы убираем в холодильник. Желательно на 10-12 часов. На самом деле мы никуда ее не уберем, а так и оставим. Так тоже можно. Это типа быстрый вариант, когда срочно нужно, чтобы Наполеон пропитался. А когда мы будем посыпать посыпкой? Вот после. Когда После всё? того, как он пропитается, да. Когда он уже все станет единым целым, крем будет не жидким, коржи будут не твердыми, Мгм. а все будет таким мягким. Прошло, наверное, 1,5-2 часа, и вот так уже начинает выглядеть наш торт Наполеон. Но Соня говорит, нужно, чтобы он ночь стоял, пропитывался, и тогда он будет мягкий и какой? Пропитанный. Ну, пропитанный. И в общем, нежный. И нежный. И можно будет его вилкой прямо есть. А сейчас он будет хрустящий у нас. Мы не можем ждать целую ночь. Мы будем готовить его дальше. И сейчас нам необходимо придать ему, как сказать, вид, который... Традиционный, классический. Да, традиционный классический вид с обсыпкой. У нас остались обрезки от коржей, которые мы сохранили в мисочке. Сейчас мы их раскрошим и ими посыпем, по крайней мере, верх Наполеона. Угу, такие вот. Ну, ты как-то вот смотри, вот так. Ух ты. Как Халк. Видишь? Вижу. Ты тоже так можешь. Да, начинаем посыпать мы сверху, потому что у нас крошки не очень много, и ее вполне возможно не хватит на бока. Поэтому сначала посыпем вверх, а там как пойдет. Хрустит. Хрустит еще как. Но кто-то любит и хрустящие коржики, я знаю. Наполеончики. Я вот не знаю этих людей. А я знаю. Ну, в общем, Передаю им не привет. должны они хрустеть. Короче, в миллионный раз повторим, что необходимо выдержать этот торт где-то ночь. Пусть он стоит и настаивается, тогда он будет мягким. У нас хрустящий, но тем не менее это съедобно, это сладко и... Очень вкусно. Он точно должен настаиваться? Да, Так это ж так вкусно. будет еще вкуснее. Слушайте, я могу... Это уже ломается вилка, я могу отломить кусочек, съесть.
и сказать, что это вкусно. Вкусный крем, вкусный коржик. Да. С клюквой очень хорошо, я уверена, что вкусно будет также с вишней. Да и, честно говоря, без ягод тоже будет очень хорошо. Так что Экспериментируйте. обязательно попробуйте, экспериментируйте. Самое главное взять на вооружение такой крем, да, который пропитывает, насыщает его. Можно есть и так. Если вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был Михаил Веган и Соли Любажа. Всем пока!